Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кого же вы свели с ума? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вот знаете, вы такой человек, который однозначно любит стабильность. Вот стабильность во всем. И в личной жизни, и в работе, вот во всех сферах жизни. Вы человек, который, знаете, вот вы живете, особенно, может быть, в последнее время, особо никуда не торопитесь. Это может быть размеренная жизнь, это какое-то постоянство, это отработанный даже, может быть, режим дня. Ну, то есть... Знаете, вы не готовы уже суетиться, вы свое отсуетились. Это было давно, это было когда-то, может быть, у кого-то в молодости еще проиграться. То есть вы такой товарищ, который был в свое время, ну, может быть, конечно, и сейчас кто-то остается довольно вспыльчивый. Вы раньше, вот если брать, какой вы были раньше, да, и сейчас, это может даже быть как будто две разные личности. В жизни я вам скажу, что вы привыкли, ну вот, выбивать, выгрызать все то, что вы имеете. Вам легко ничего не давалось, это однозначно. И в работе, и в финансах. Вам приходилось и в личной жизни тоже бороться каким-то образом, да? Бороться, у кого-то это с женщиной может проиграться, да? Но не в прямом смысле, что единоборство устраивать. Ну, то есть здесь были свои жизненные перипетии и с женщинами. Мы не будем глубоко влезать, да, потому что это были конфликты, это были скандалы, это у кого-то может даже проиграться, что вы, ну, как чужие жили. Вот реально, знаете, как будто какой-то период вы вроде бы в отношениях, а вроде бы и нет. Я вам скажу, что вы человек вообще, который, ну, не любит особо посматривать налево, да. Я понимаю, что это общий расклад, конечно же, и разные меня смотрят мужчины, но я вам скажу, что вот большинство из вас, в принципе, если даже и ходили налево, так скажем, да, но это было не от хорошей жизни, это был такой какой-то вынужденный маневр, это была либо же холодность вашей бывшей женщины. У кого-то, если у кого проигрывается, что сейчас вот вы в отношениях, но вы ходите налево, да, это опять же не от хорошей жизни, потому что та женщина, которая рядом с вами сейчас, допустим, она вам не дает того, чего вам хотелось бы. Того же тепла, того же качественного интима, да. Здесь много чего повязано. Здесь может быть вообще холодность между вами как партнерами. Это женщина, которая когда-то давала вам тепло, сейчас она его особо не дает, она его растрачивает на себя любимую. Поэтому вот как-то так. Что еще мне о вас поведают? Давайте будем разбираться. Да, у многих однозначно проиграется измена, предательство. Здесь предательство, которое оставило очень глубокую рану в вашем сердце и такой очень-очень сильный след и отпечаток в вашей душе. Я вам скажу, что среди вас есть такие люди, мужчины, да, как назвать вас. Есть такие товарищи, которые как-то вот настолько разочаровались вообще в институте семьи, возможно, в институте брака. Есть разочарование в женщинах. Знаете, большая вероятность того, что вы как-то вот углубились, да, вот после ваших таких жизненных передряг, особенно которые были в личной жизни, вы окунулись очень плотно в работу, вот в зарабатывание денег, да, кто-то, может быть, решил для себя, что вот поеду там за границу, либо же в другой город на заработки, просто чтобы убить двух зайцев. С одной стороны и подзаработать неплохие деньги, а с другой стороны и отвлечься, потому что, ну, вы человек довольно ранимый, вот несмотря на какие-то ваши такие жизненные, да, стержни, уверенность, да, вот такое самообладание, все равно вы ранимый человек. И, естественно, ничего людское вам не чуждо. Вы точно так обижаетесь, вы точно так переживаете, страдаете. Единственное, что вы, ну, мало кому это покажете.
Вот не будете вы показывать, когда вам плохо. Я вам скажу, что, в общем-то, у многих из вас проиграется на данный момент, ну, плюс-минус такая более-менее финансовая стабильность. Я не вижу здесь каких-то особо финансовых проблем на данный момент. Хотелось бы, конечно, большего, но это нормально. Любому человеку, конечно же, хотелось бы больших заработков, да, вот больших доходов. Поэтому вы направили свою энергию вот скорее в заработок. Я не могу сказать, что вот те из вас, кто сейчас свободны, что вы активничаете, ну, как бы в адрес какой-то женщины, да. Вот я не вижу каких-то завоевательских таких движений. Я не вижу особо такого желания за кем-то бегать, кого-то завоевывать, да. Вы можете любоваться, в принципе, женщинами, которые находятся вокруг вас, да. Вы можете быть даже, ну, так, знаете, на примете какую-то себе отметить, что вот неплохо бы было с такой, но опять же, вы не будете никого добиваться. У одних это будет последствием действительно психотравмы из прошлого, да. У кого-то может проиграться даже, ну, просто лень уже кого-то завоевывать. Особенно это будет касаться тех, кто уже в более старшем возрасте. Ну, знаете, вот как обычно мужчины говорят, многие мужчины говорят, что я уже свое отбегал, я уже свое надобивался, да, то есть, ну, уже не хочу. Уже хочется спокойствия, уже хочется какой-то такой размеренной жизни. Это то, что я говорила вот в самом начале расклада. Хочется покоя, спокойствия. Ну, а женщина, ну, как бы даст Бог, значит будет. Ну, не даст, значит буду один. То есть я здесь не вижу намерений таких, что вот я умираю один в одиночестве, я хочу женщину, я буду там бегать за ними. Нет, ни в коем случае. Это абсолютно не про вас. Вот напишите, ребят, вы готовы бегать за женщинами, вы хотели бы добиваться кого-то там, да? Добиваться или добивать. Поэтому, ну, как-то вот вы спокойно стали ко всему относиться. И причем, знаете, вот если раньше как-то вот в раскладах выпадало, даже в сигнификации очень часто выпадало, если вы заметили, что плохо одному, тоскливо, грустно, то чем дальше в лес, да, чем больше вот раскладов мы смотрим, тем как-то уверенней вы в себе становитесь. Я понимаю, что многие меня смотрят постоянные зрители, и я вижу это по раскладам, я вижу это по сигнификации, что кто-то привыкает к одиночеству, кто-то реально уже поставил крест на своей личной жизни, поэтому вы уже как бы, ну, забили на это все. Как сложится, так сложится. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Итак, давайте будем смотреть, кто же все-таки там на вас запал, кого вы свели с ума, да? Интересно, мне прям самой интересно, я же девочка любопытная. Ух ты, а нам высшие силы пытаются закрыть информацию, но ничего, мы откроем ее. Ух ты, дважды, ребят. Среди вас есть такие, которые, ну, прям чересчур закрытые люди. Мы сейчас будем вас открывать. Смотрите, я вам скажу, что вы женщинам нравитесь. Но это эти женщины, которые не будут особо ни за кем бегать. Они не будут показывать так рьяно свою какую-то симпатию, свою какую-то, знаете, ну, даже вот не знаю, каким словом назвать, свое любопытство в ваш адрес даже. Во-первых, это женщины, которые уже, ну, скажем так, ну, не девочки, да, они уже более такие постарше будут, они среднего возраста плюс-минус. Они умудренные опытом, они, да, они симпатизируют, еще раз говорю, это не одна женщина в вашем окружении, симпатизируют, но как бы со стороны, да. Среди них есть как замужние, так и свободные женщины. Ну, это так, просто вам информация к размышлению, чтобы вы знали. Я не могу сказать, что вас будет добиваться в ближайшее время какая-то женщина. Нет. Но в вашем окружении, знаете, вот есть одна такая мадама из Амстердама.
я вам скажу, что все-таки она может быть, скорее всего, не свободна. Это печалька. Это печалька, потому что я знаю, что вы, ну, не будете разрушать ничьи семьи, вы не будете влезать в никакие отношения. Смотрите, вы с ней находитесь на расстоянии. Это может быть какое-то общение по интернету. Это может быть какая-то знакомая. Ну, к примеру, да, вот может быть у вас родственники, там, родители, еще кто-то, да, вот друзья, может быть, живут где-то в другом месте, в другом городе, там, на другом конце города, где угодно. То есть вы туда периодически ездите, и периодически вы пересекаетесь с этой женщиной. То есть вы однозначно на расстоянии. Она не где-то возле вас, а это не соседка, это не коллега, это женщина, которая на расстоянии. Но опять же, повторюсь, проиграется по-разному. Кто-то, может быть, даже виртуально с ней общается, но она не свободная. Что еще? Она очень такая загадочная, таинственная. С ней общение может быть, знаете, вот какое-то такое даже непонятное. Она может вас заводить в заблуждение. Она вроде бы и общается с вами по-дружески, да, вот периодически, когда вы с ней пересекаетесь. Но в то же время вы понимаете, что она немножко флиртует с вами. Она, естественно, боится показывать свою симпатию, потому что она не свободная. Но она действительно, она серьезно вами увлеклась. Уйти от мужчины своего она не уйдет, потому что она зависима от него и материально, и плюс он ее, ну, как бы кружит со всех сторон, да, но единственное, что нет любви с ее стороны. Это печалька, это такие отношения, которые многие мужчины, конечно же, будут осуждать. Это отношения по выгоде. Это женщина в отношениях, даже это не отношения, а скорее а семья, потому что у нас показывает расклад, что это скорее даже настоящий брак, да, законный брак. Она нашла себе такого богатенького буратино, который ее кружит, любит, обеспечивает. Но она-то его не любит. Поэтому не удивляйтесь, что вы ей симпатичны. Да, до вас еще кто-то, может быть, у нее был. Поэтому, знаете, ну, таких дам сейчас очень много. И вы об этом прекрасно знаете. И вы, конечно же, этого боитесь. Смотрите. Сказать, что она будет как-то вас... Ну, реально соблазнять я не могу. Но какое-то вот в ближайшее время, да, вы заметите все больше интерес ее к вам. Это могут быть, допустим, если это переписки у кого-то, это могут быть частые переписки, да, более частые. Это может быть переписка по ее инициативе. Допустим, если раньше она там редко первая писала, да, либо же вообще не писала, то сейчас она начнет чаще писать. Если это вживую, так скажем, да, потому что у всех по-разному проиграется, она начнет, ну, как-то себя проявлять, но очень осторожно, вот свою симпатию. Она начнет больше флиртовать. Возможно, это будут какие-то, знаете, такие загадочные улыбки. Ну, то есть вы по ее поведению, вы просто это прочувствуете интуитивно, что женщина вами интересуется. Опять же, понимаете, такие женщины вот такого типажа, они обычно изменяют мужчинам, но делают это настолько втихаря, настолько это так тихо, скромно, да, если сюда можно это слово, конечно, подобрать, чтобы, не дай бог, никакая живая душа не узнала, потому что у нее муженек, который такой богатенький. И его бросать она ну никак не собирается. Давайте все-таки уточним, вот будет у вас с ней какой-то роман или нет. Вот нет. Вы все-таки, знаете, пользуясь какой-то своей такой, знаете, порядочностью, своим мировоззрением, воспитанием, вы не пойдете на разрушение семьи, вы не пойдете даже на роман. Она будет вам симпатична. Возможно, вы уже отметили, что да, вот эта женщина довольно интересная, она хороший собеседник, она там может быть и внешне очень привлекательная. Но после того, как вот вы узнали, либо же узнаете, что она не свободна, вы однозначно поставите для себя точку, что нет, эта женщина неприкосновенна. То есть вы будете с ней дальше и общаться, и флиртовать. Конечно же, это не очень понравится, потому что она рассчитывает, что, ну, такой, знаете, тихенький роман в кустах может случиться, да, чтобы никто не догадался, никто не узнал.
но это не для вас и не про вас. Это женщина, конечно же, которая может подарить красивые моменты, может красивые какие-то минуты любви вам подарить, да, вот интимной любви, так сказать. Но что будет потом? Если кто-то из вас захочет, конечно, роман в кустах, да, вот эти все такие прятки, игры в прятки с этой женщиной, да, ну, прятки от ее мужа, я имею в виду, вы можете рискнуть. Но я думаю, мало кто из вас захочет такой вот роман в кустах, да, либо же когда снимают там номер в отеле, да, ну то есть вариантов может быть много. Но эта женщина прекрасно понимает, что вы будете всего лишь ее временной игрушкой. Вот она захотела, да, вот вы ей понравились, она хочет вас получить. Но я думаю, большинство из вас просто откажутся, даже по той простой причине, что она не свободна. Здесь и воспитание, здесь и мужская солидарность, здесь и порядочность, да, ваша порядочность, я имею в виду. Поэтому вот как-то так. Такая дамочка, которая, знаете, она будет встречаться на вашем пути еще много раз. И подобные женщины еще будут попадаться в вашем окружении. Я никого не хочу пугать, но тем не менее просто фильтруйте. Вот если вы знакомитесь с женщиной, да, и вы понимаете, что ваши отношения могут далеко зайти, ну, хотя бы прощупайте, вот сразу прощупайте, насколько вот она свободна, не свободна, да, хотя, в принципе, конечно, женщины тоже умеют сказки рассказывать, профессионально они это умеют рассказывать. Поэтому как-то вот пытайтесь узнавать правду, чтобы не было такого, что вот вы начали уже реальные отношения, там, со всеми сближениями и так далее, а потом выясняется, что приходит муж, как в анекдоте, да, вернулся муж из командировки, а тут вы лежите. Поэтому вот как-то так, ребят, я вас предостерегла, поэтому будьте бдительны, будьте внимательны. Вот такую женщину вы свели с ума, но это абсолютно героиня не вашего романа. А кому понравился расклад, пишите в комментариях, что вы думаете об этом всем, да, вот пишите вашу точку зрения. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!